всем привет! Собрала вещи, которые нужно постирать. Застарелые, этим перчаткам больше 10 лет. Всякие салфетки, кухонные полотенца со всякими пятнами, которые не отстирываются. Кухонные салфетки грязные, жирные и все такое. И все это я отстираю не при помощи порошка, не буду использовать ни мыла, ничего такого, буду использовать обычный клей. Вы сейчас удивитесь, наверное, но этот метод я показывала очень давно, когда еще у меня столько не было подписчиков. Может быть, есть новые подписчики. Напишите под видео, как вам этот способ, а мы начинаем. Здесь у меня 3 литра воды, поставила кипятить. Смотрите, друзья, на 3 литра воды я добавляю обычный канцелярский клей. Здесь 100 миллилитров. Кипящую воду. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Сюда 1 столовую ложку пищевой соды. И помещаю все вещи. Предварительно я их не стирала. Просто помещаю сюда. Можно немного прокипятить. Хотя бы минут 10. Но если у вас не сильно загрязненные вещи, то этого не обязательно делать. Я немного прокипячу, минут 5-10. Смотрите, как вода стала сразу менять цвет. Буквально сразу. Вся грязь мгновенно начинает выходить из вещей. Как вы видите, тут и цветные, и почти что светлые вещи. Все вместе. Можно также белые вещи, тоже будет все отлично. Так, я прокипятила. И теперь выключу и оставлю до остывания. Потом вернусь к вам. Друзья, вода остыла. На фоне белой ванны видно, наверное, да, какая желтая грязная вода. Я не использовала ничего, кроме воды, клея и немного соды. Сейчас прополоскаю и покажу вам результат, как это вообще работает. Вспомним, что было, и вспомним, что стало. Друзья, все посветлело, все пятна исчезли, все чистенько. Все салфетки, которые были сильно загрязненные, стали свеженькие, чистенькие. Перчатки мои тоже стали чистенькие, свеженькие. Вот эта салфетка у меня была сильно загрязненная. Я делаю по дому всякие работы с ней. Она вечно у меня в грязи. И это тоже используется. Все свеженькое, все чистенькое, можно пользоваться. Вот такой вот совет. Кстати, сейчас этот клей, он продается большими канистрами. Я планирую взять, показать вам, что как можно еще делать. Там очень большое разнообразие рецептов с этим клеем. По-другому он называется жидкое стекло, если вы не знали. Раньше использовали его в школе, и сейчас, наверное, скорее всего, используют как клей обычный. Как, друзья, вам этот эксперимент? Напишите под видео. До следующей встречи. Всем пока-пока.